Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире InFact. Всю неделю в сети обсуждали, с каких игр Microsoft планирует снять ярлычок эксклюзивности, и вот зеленые опубликовали новый выпуск подкаста Xbox, а мы узнали на самом деле не так много. Фил Спенсер лишь сказал, что перенесут всего 4 игры, и это точно будут не Starfield и не новый проект по Индиане Джонсу. Расширение платформ коснется игр, коим уже больше года. 2 из них это игры-сервисы, а оставшиеся пара небольшие тайтлы. Если сопоставить это со слухами, то можно предположить, что речь идет о сервисных Sea of Thieves и Grounded, а также Hi-Fi Rush и Pentiment. Помимо этого, на подкасте объявили, что майки постепенно начнут встраивать игры Blizzard в Game Pass. Первой из них станет 4-я Diablo, она появится в подписке 28 марта. Сам Game Pass не планирует распространять на другие устройства, вопреки сплетням. По мнению руководства Microsoft, в ближайшие 5-10 лет эксклюзивов станет сильно меньше, так как чем больше платформ, тем больше и денежек. Но при этом компания продолжит вкладываться в развитие Xbox и в данный момент начинает планирование следующего поколения консоли. Ну и к слову о мультиплатформе. Председатель Sony Interactive Entertainment Хироки Татоки считает, что пора бы уже с этими эксклюзивами кончать. Мол, это все пережиток прошлого, сейчас же прибыль обеспечивает мультиплатформа. Если у ваших внутренних команд имеется сильный контент, который подойдет не только вашей консоли, но и другим платформам, вроде компьютеров, выпуск на нескольких устройствах поспособствует росту таких игр и поможет улучшить операционную прибыль. Так что мы собираемся усердно над этим трудиться, говорит Татоки. На ПК уже запланирован выход Horizon Forbidden West, обновленная Until Dawn, Final Fantasy 16 и Final Fantasy 7 Rebirth. Ну вот и все, прошла эпоха эксклюзивов, даже как-то грустненько. Давненько индустрия не вспоминала Аватар, не тот, что с синекожими любителями законнектиться хвостами, а про лысого паренька, владеющего 4 стихиями. Так вот, компания Maximum Entertainment на недавней презентации мимоходом анонсировала соревновательный многопользовательский файтинг во вселенной Легенды об Аанге. Подробностей никаких нет, выйдет игра ориентировочно в 2025, но то будет ранний доступ. На каких платформах выйдет, тоже неизвестно. Во втором квартале 2024-го авторы дилогии Ori из Moon Studios выкатят новый ролевой экшен No Rest for the Wicked. Сайт IGN опубликовал 8-минутный геймплейный ролик. Заценить его полностью можете по ссылке в описании. На дворе 841 год. Король Гарольд умирает, и пока весть об этом разносится по королевству, на престол вступает его высокомерный сын Магнус. В это время возвращается зловещий Мор, чума, о которой никто не слышал вот уже 1000 лет. Наш главный герой Керим должен будет одолеть Мор, сражаясь с людьми, монстрами и прогрызаясь через политические интриги. Среди особенностей называют разнообразную боевую систему, взрослый сюжет, живописные, прописанные до мелочей локации, кучу побочных активностей, да, вы правильно подумали, рыбалка будет обязательно, и, наконец, онлайн-кооператив на 4 персоны. No Rest for the Wicked выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Несмотря на феноменальный успех Disco Elysium, дела у разработчиков идут не очень. Началось все еще в 2022, когда ключевые авторы игры поссорились с владельцами компании, покинули команду и даже в какой-то момент подали в суд. Так вот, на этом неприятности не закончились. Как сообщают СМИ, студия отменила разработку следующего проекта и готовится к увольнениям. Новая игра должна была стать самостоятельным дополнением к Disco Elysium. Увы, мы его уже не увидим. Это уже 3-й крупный отмененный проект. В 2022 была заморожена 2-я часть, в 2023 новая самостоятельная игра. 2 проекта все еще остаются в активной разработке. Один из них как-то связан с Disco Elysium. Так что, может быть, все-таки какое-то продолжение мы еще получим. No Man's Sky обзавелась следующим крупным апдейтом, который получил название Омега. Обнова принесла в игру новый корабль, который способен левитировать над поверхностью планет. Теперь игроки могут заходить на борт побежденных пиратских дредноутов и забирать их себе, ну или просто грабить. Была переработана классическая цепочка заданий Атласа. Добавлен существенный выбор в финале, который навсегда повлияет на отношения с ним. На планетах стало больше квестов, они учитывают личность NPC, а также климат, географию
географию и экологию его родного мира. Разработчики подготовили новую экспедицию. Все участники начинают путешествие вместе на одной планете и прокладывают курс сквозь галактику. По завершении вы получите свежие награды: мультитул, реактивный ранец и шлем. Запускать экспедиции теперь можно из существующих сейвов, прихватив с собой корабль и мультитул. И это лишь часть огромного списка изменений. Полный список смотрите на сайте игры. Обновление уже доступно. Очень жаль, что команде Starbreeze не удалось повторить успех Payday 2, но коллектив все еще надеется на лучшее. Глава студии признал, что продажи и активность игроков Payday 3 оказались не очень, но в долгосрочной перспективе все еще можно исправить. Нужно только, цитата, «слушать критику игроков, поддерживать игру и вести открытый и честный диалог с акционерами». Именно этим мы сейчас и займемся в Payday 3. В течение февраля разработчики выкатят список запланированных прав. Долгосрочная стратегия компании на данный момент – построить сильное и разнообразное портфолио благодаря своим собственным франшизам, играм по лицензии и изданию проектов от сторонних студий. Например, разработка кооперативного экшена по ДНД от Starbreeze идет по плану, и игра должна выйти в 2026. Что же до Payday 3, за прошедшие сутки пиковый онлайн у игры в Steam составил всего 302 человека. Для сравнения, в ту же Payday 2 до сих пор играет почти 30 тысяч. Думаете, они и правда смогут выправить ситуацию? Новости о закрытии студий и проектов в ходе так называемой реструктуризации Embracer Group стали уже традицией. Вот как вы думаете, сколько команд уже успело прекратить свое существование? 16 студий были закрыты или проданы, уволены почти 1400 специалистов, а 29 находящихся в производстве игр были отменены. Одной из них, кстати, была новая Deus Ex. Но для такого монстра, как Embracer, это все мелочи. Сейчас в разработке все еще находится 179 игр, 124 из которых до сих пор не анонсированы. Компания надеется поднять доходы за счет релизов Alone in the Dark, Outcast: A New Beginning, South Park: Snow Day, Expeditions: A Mud Runner Game, трилогии ремастеров Tomb Raider, Deep Rock Galactic: Survivor и Lightyear Frontier. Все они должны выйти уже относительно скоро. В ближайшие же 2 года планируется выпуск еще ряда крупных тайтлов, но, впрочем, о них никаких подробностей нет. На этой неделе титул лучшего блога вновь завоевывает работа Чизи Фиолетовой Бороды, который зарылся в глубины ачивок Стима и откопал самые омерзительные экземпляры. Вторая награда достается Балрогу Коляну, который выкатил обзорную подборку дюжины интереснейших демок, обнаруженных им на февральском фестивале игр Стима. Победителей поздравляю и, как всегда, стучитесь в личку. Ну а на этой ноте я закончу. На сайте stopgame.ru вас ожидает обзор Foam Stars от Алексея Лихачева, новый разбор полетов с новым ведущим и свежая кек-нарезка от Енота-Крусадера. А в воскресенье не пропустите новый выпуск читалогов на нашем Twitch-канале. На этот раз поговорим о культовом нейроманте Уильяма Гибсона. Услышимся!